Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня на коррекцию пришли мои любимые вверхрастущие ноготочки. Эти ноготочки вы у меня на канале уже видели. Мы делали на них коррекцию после другого мастера и опускали нижние направляющие. Конечно же, они у нас в процессе носки все равно подпрыгнули вверх, потому что ногти вверхрастущие, без этого никуда не денешься. Но, тем не менее, даже после месяца носки наши ногти выглядят очень хорошо. Мы же сегодня будем делать на них коррекцию и опять будем опускать нижние направляющие. Почему? Да потому что ногти растут вверх, они всегда подпрыгивают. Всегда нижние у них будут взлетать. И каждую коррекцию нужно будет заниматься тем, что нужно их опускать. Но на самом деле может быть годик-полтора, если мы будем делать вот такие вот коррекции. Если мы будем поджимать и во время зажима немножечко подопускать ноготочек вниз, то через какое-то время, еще раз повторяюсь, годик, полтора, два, в зависимости от пластичности ногтевой пластины клиента, мы можем получить то, что ноготочек у нас исправится и будет расти ровненько. Получается логика такая же, как в гипсе, да? Мы жестким материалом моделируем ноготочек, зажимом мы направляем рост нашего ноготочка, и у нас получается гипс, который держит правильность роста. И поэтому вот если часто делать эту процедуру, постоянно ее поправлять и постоянно делать ее правильно, в конечном итоге мы можем получить ровные ноготки у нашего клиента. Моделировать сегодня будем опять же акрилатиками, потому что акрилатиками проще всего довесить вот эти части, которых не хватает. Не нужно подставлять ни форму, ни каких-то дополнительных приспособлений. Просто берем акрилатик и на воздух довешиваем нехватающие куски. И, как я уже говорила, обязательно поджимаем и нажимом при помощи зажима поджимаем ноготочек, тянем немножечко его вниз. Ни в коем случае ни с какими болевыми ощущениями клиента. Ни в коем случае не работаем на ногтевом ложе, работаем только с точками вроста и свободным краем. Поэтому благодаря такому мягкому воздействию, опять же, не через коррекцию, через год, через два, то есть через много коррекций, мы можем теоретически получить ровный ноготь. Практически получим ли мы его или нет, опять же, очень много зависит от нашего клиента и его организма. Ну а теперь опилопиливаем наши ноготки. В данном случае для того, чтобы опять же компенсировать вверх растущий кончик, нам необходимо поднять апекс на этих ноготочках, а материал на кончиках снять практически в ноль. Потому что кончик нам нужно визуально максимально опускать. Поэтому и опиливаемся именно таким образом. Ни в коем случае не перепиливаем те части, которые мы довесили.
Дальше у нас остался дизайн. В данном случае мы решили клиентке подобрать вот такую вот розовую гамму, с которой очень хорошо будет сочетаться фольга цвета розового золота. Для того, чтобы отпечатать фольгу, нам необходим липкий слой. Поэтому наносим базу для фольги и на нее после 30 секунд просушки будем отпечатывать нашу фольгу. Как всегда, на руках клиента идеально отпечатать в идеальный металл у нас не получится, потому что у нас мешают боковые валики и кутикула. Но никак туда невозможно подлезть пальчиком, чтобы хорошо прижать фольгу, чтобы она отпечаталась. И даже если мы пытаемся отпечатать ее как на типсе, разглаживанием, пушером или еще чем-то, она все равно в этих местах точно так же нифига не отпечатывается. Поэтому на руках был сделан вывод, что лучше всего отпечатывать именно вот таким вот приставным движением, да, кусковым. И те места под кутикулой, которые у нас не отпечатались, закрывать в дизайн. Что мы, собственно говоря, сегодня с вами и сделаем. Мы будем рисовать вот такую вот геометрию, не геометрию, что-то очень красивое, очень нежное на наших ноготочках. Это можно было сделать уже после финишного покрытия и присыпать каким-нибудь акрилом с какими-нибудь блестюшками. Но почему-то мне решилось, что вот так вот будет интереснее, да и в принципе блеска на сегодня у нас вполне достаточно. Потому что на самом деле фольга потрясающе красиво блестит, очень красиво смотрится, стыков между отпечатками фольги практически не видно. Надо очень сильно присматриваться, чтобы их рассмотреть. И вживую выглядит как будто цельное металлическое покрытие. Если же ваш перфекционизм сильно страдает от того, что у вас недопечатаны кутикулы и боковые валики, возьмите, либо прокройте в цвет фольги ноготочки перед отпечатыванием, либо после отпечатывания затрите туда какие-нибудь блесточки в цвет вашей фольги или какой-нибудь пигмент. В общем, чем-нибудь прикройте эти места, которые по цвету не сильно будет отличаться от вашей фольги. Мой же внутренний перфекционист давно помер от того, что я им не пользуюсь, поэтому нам и так было великолепно. На самом деле, если не рассматривать, выглядит просто потрясающе. А кто будет рассматривать, кроме нас?
Вот, собственно говоря, такие ноготочки у нас сегодня получились. Очень здорово смотрится, очень дорого-богато, все как я люблю. Клиентка осталась довольна. Я думаю, эти ноготочки у меня на канале еще появятся. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. Всем здравствуйте вашим перфекционистам. Не забудьте подписаться на мой канал. Встретимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!